Привет всем! Ко мне приехали микросхемки. Это та микросхема, которая была у меня в ослике стояла. Она грелась. Вот она. Это OPA 2354 IDGK. То есть вот она. Их 10 штук. Конечно, мне столько не надо, но продавались они по 10 штук. Вот я и взял. Значит так. Причину вы, наверное, уже знаете. Вот в этом углу появится видео. То есть инфо. По ссылке вы можете перейти, посмотреть. Вот мой ДСО. Он в разобранном виде. И начинаю его ремонтировать. Значит, дело было так. Значит, вот здесь вот стояла вот эта микросхемка. Вот она. Вот тут и она стояла. Она грелась. И как я уже сказал ранее в видео, я думал, что и оказывается я был прав. Она была в коротком, она грелась. И из-за этого просаживала напряжение на аккумуляторе. Заодно и грелся вот эта микросхемка. Когда я эту микросхему выпаял, ушла рассадка и сразу же заработала эта микросхема. Она целая. Сейчас мы его проверим, заменим микросхемку и посмотрим. По схеме. Значит, эта микросхемка служила, вернее служит. Это операционный усилитель, как вы видите. Это одна, это вторая. Вот это одна, первая, вот это вторая. На входе А до 1 вольта ничего правильно не показывала. Она вообще ничего не показывала. Сейчас я его включу, посмотрим вместе. Теперь, как я уже сказал, сейчас она загрузится и вместе посмотрим. Итак, вот на аккумуляторе у нас 4,8, вернее 4 вольта. Сейчас по факту посмотрим, сколько на аккумуляторе. Потому что, как я уже сказал, она там коротила. Из-за этого она проседала напряжение на аккумуляторе. Вот 4 ровно. Не видно, сейчас покажу. Вот 4 ровно. Как и показывает. Теперь она у нас показывает все правильно. 3,99. 1/100 это погрешность, наверное. Получается, что вот эта микросхема и эта микросхема одна и та же. Или нет? Нет, получается это не так. Так, У1 А и У2А. То есть вот это одна микросхема, а вот это вторая. Все правильно. То есть обе микросхемы задействованы на входах. И это одна микросхема. Соответственно, и в этот вход, и в этот вход сигнал подается через вот эту микросхему. Соответственно, сейчас она его нет, и, соответственно, ничего не показывает. Логично. Давайте сейчас сделаем так, чтобы все вернулось на свои места. То есть возьмем и запаяем эту микросхему на свое место. Берем новый, пришедший из Алиэкспресса. Вот эта микросхема. Берем и его надо припаять вот сюда, как уже было сказано. Но для того, чтобы его припаять, надо сперва найти ключ. Вот на плате ключ стоит вот здесь, вот, наверное, видно. Вот она, нам нужно
сделать так, чтобы вот эта микросхема ключом стояла обязательно, как на плате показано. Итак, сперва найдем ключ вот здесь, где она стоит. Для этого мне нужно будет посмотреть все хорошенечко. Вот. Если не видно, конечно же не видно. Вот ключ стоит вот тут, то есть вот с этой стороны первая ножка. Это и есть, вот там стоит ключик. Соответственно, нам нужно вот эту микросхему поставить вот так вот. А дальше по феншую все. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ненавижу вот эти попрыгушки. Для того, чтобы все было по феншую, чтобы ничего не сгорело, мы обязательно должны прикрыть вот эту сторону. И вот эти сделать так, чтобы не перегревались вот эти, как его там, эти конденсаторы. Вот эти конденсаторы. И остальные детальки, чтобы их не сдуло, когда я буду фенами устанавливать. Соответственно, мне нужно прикрыть вот эти места. Я сейчас возьму скотч. Это не выпивка, все, наверное, поняли. Это скотч каптодовый. Вот я сейчас его возьму и вернусь. Итак, вот этот скотч. У меня, к сожалению, побольше уже не осталось. Остался вот этот, которого я не очень-то часто применяю. Оно и видно, да? Ну, что поделаешь, чем богаты, тем и рады. Будем из него городить огород. Раз. Поехали дальше. Вот. Вот так вот. Теперь еще можно. Вот теперь уже можно паять. Но давайте, с вашего позволения, я уберу эту схемку. Теперь наносим флюсик. Вот. Вот. Так. Этого должно хватить. Это нам не понадобится, но давайте все равно сделаем по феншую. Итак, чтобы я тут ничего не сломал, немножко вот так вот сделаем. И вот так вот. Все нормально. Вот так наберу. Угу. Вам, наверное, видно, да? Что я сейчас делаю? Так, минуточку. Вот так вот. Я вот здесь эти ножки уже поправил каплем. И тут то же самое сделаю. А вот флюс дает возможность как раз припою не делать сопли. Это очень важно, когда делаем такие пайки на микроэлементах, да. Это обязательно учитывать. Вот для этого существует и флюс, и руки, и голова, чтобы это знать. Так что примите это к сведению. Я обращаюсь к начинающим. И обязательно всегда делайте сперва на ножках, вернее на плате, где должны быть припаяны микросхемы и другие элементы, да, обязательно сперва наносим флюсик, потом делаем капельку, берем припоя и облуживаем ножки, то есть контактные площадки облуживаем. И смотрим обязательно, чтобы между ножками вот эти контакты не замыкались. И чтобы они не замыкались, обязательно надо побольше флюса. Ну, конечно же,
Не надо перебарщивать. Но флюс нужен обязательно. По-другому никак. Это, конечно, приходит с практикой. Но лучше, когда, если знаешь, если информирован, как говорят, вооружен. Вот, берите на вооружение. Вот и он. Итак, еще разочек смотрим на ключик. Вот ключ. И обязательно, всегда проверяем минимум 2-3 раза. Нам нужно припаять его как можно правильнее. Теперь немножечко подождем. Пусть припой расплавится. Значит, а после этого берем плату и смотрим, все ли в порядке, сидит ли хорошо. О, отлично. Отлично, смотрите. Спаек между ножками нету, ничего не сдуло. Вся обвязка на месте. Теперь его надо... Да. Потом даже можно его немножко вот пальцем. Все, она на месте. Теперь можно его убирать. Вот эти скотчи можно убирать, так как пайка прошла по феншую. Это тоже убираем. Смотрим еще разок. Прекрасно. Замечательно. Ну, я думаю, что пайка прошла успешно. И сейчас уже можно включать и посмотреть, как она работает. Во-первых, зная о том, что раньше у нас проблема была с просадкой аккумулятора, нужно внимание обратить именно на то, ушла ли проблема. То есть эта проблема не повторяется. Так, первое включение. Пока все нормально. 3,92. Я думаю, проблемка ушла. Теперь, вернее, ну да, проблема, я думаю, ушла. Потому что, если бы проблема была, то она бы просаживала опять показания. И вот эту, индикатор зарядки аккумулятора, она бы стояла уже вот здесь, наполовину. Так что пока все нормально. Теперь это не греется. Теперь посмотрим, как у нас обстоят дела с микросхемками. Пока ничего не греется. Вроде бы все нормально. Хорошо. Вот теперь можно уже подключить к генератору. Ну, сперва подключим на А. Вот так. Видно? Сейчас вот так вот. Ага. Это убираем и смотрим. Если сейчас вот arbitrary word синус 200 килогерц. Надо еще туда попасть. И так, вырубаем Б и врубаем А. Есть такая буква, значит, вместе 5 вольт. Ух ты, сигнал какой, плохой какой-то.
Хорошо, посмотрим. Это на синус вообще не похоже. Не то, что синус. Вот. 100 килогерц. 50 килогерц. Вот это еще на что-то похоже. Да, смотрите-ка, ребята. Пока все нормально. Я бы хотел посмотреть, как на DC это все показывает. Ага. Ну, триггер на половинке стоит. А вот ну, вроде пока все нормально. Пока все нормально. Давайте сейчас. Ай-яй-яй. Чтобы это я не потерял, лучше его подальше от меня. Теперь сделаем как прежде. Минус на минус. Ой. Вот. Так, плюсик на плюсовой. Значит, да. Теперь это переключаем на DC. Вот. Правильно, да? На авто. И смотрим на показания. Так. Вот так лучше видно будет. 50 Гц. 50 Гц. Напряжение 1,28 это РМС. Duty Cycle 50. Все правильно. И максимально 1,16, минимально 1 минус 1,48. Значит, нам потребуется маленькая коррекция, чтобы было все нормально. Вернее, и максимум, и минимум были одинаковые. Смотрите, 1,16 это в плюсе. И минус 1,48 в минусе. А пиковое значение 2,64 вольта. Как я уже раньше сказал, вот эти конденсаторы служат для того, чтобы исправить вот такие косяки. Вот эти конденсаторы. Давайте не будем тыкать палец в небо. Я совсем забыл, что у нас есть подсказки. Вот они. Сейчас я вам покажу. Вот. Значит, она у нас вот так стоит. А1, А2, А3. Значит, первый у нас А1, А2, А3. Б1, Б2, Б3. Ну, запоминаем и посмотрим, что это нам даст. Кстати, ни одна из них не крутится. Но это означает только одно, что сегодня я это трогать не буду. Смотрите, вот триггер где, а вот где сигнал. Вот этот триггер, вернее сигнал должен быть посередине, а триггер как раз 1/2. То есть посередине уже сигнала должна быть. Соответственно, если я там что-то неправильно сделал, это значит, что я тут правильно ничего не сделал. Все правильно. Ну, давайте сегодня закончим. Когда я все пойму, посмотрю, как нужно наладку этого прибора делать, вот тогда я и вернусь. А пока, пока, ребята. Спасибо, что зашли, что смотрите мой канал. Ну, может, все-таки поставите этот гребаный лайк. Я не знаю, как вам будет угодно. Ну, пока, до свидания, до встречи.